Мгм. Так, мы свернем сейчас OBS. Итак, всем привет. Сегодняшний прямой эфир будет посвящен презентации Apple. С нами Ярослав Гаврилов, постоянный гость Всем привет. нашего YouTube канала, постоянный гость проекта. Не знаю, что у нас со звуком вообще, в принципе. Проверь звук, пожалуйста. Проверь звук. Ну что, Ярослав, начнем с часов. Обычных Watch 9. Да, начнем с часов. Ну, Так. что могу сказать? Девятые представили часы, что было логично. Представили 9 и 2 ультра. Да, собственно, что можно сказать по 9? Логично, что вышли они на S9 процессоре. Он в половину, на 50% он мощнее предыдущего. Отдельное внимание они уделили это улучшенному чипу нейродвижка Neural Engine и с заявлением о том, что Siri будет обрабатывать запросы прямо на часах. Ну, что типа это какой-то вау-эффект, но допустим. Сразу бросилось в глаза, они, по-моему, даже с этого начали, про экран. Экран, он очень яркий, ну, если не считать ультра, да, это 2000 нит на 9 версии. Так как Always On Display, ночью 1 нит яркость, в топовом, как бы, самый яркий 2000 нит, очень яркий дисплей, очень читабельный, очень, как бы, сочные, насыщенные цвета. Ну и, собственно, они очень классно обыграли управление жестами. То есть это различные функции. Double Tap, да, это и ответ на звонки, и таймер, и виджеты, но такое взаимодействие интересное. Вот как бы, и еще бы они, по-моему, заявили о том, что кожаных ремешков больше не будет. Вот это все тоже было. 100%. Кожаных мешков не будет, будут ремешки только из переработанных материалов. Так же, как, в принципе, и вся силиконовая продукция, в том числе все чехлы, все сопутствующие аксессуары, кожаные чехлов тоже теперь не будет. Как-то так. Я больше, в принципе, наверное, ничего не добавлю, но, в принципе, если так сжато как-то сказать, то по 9 часам все. Подожди секундочку, Ярослав, у нас Да, давай. технические какие-то проблемки, как обычно. То ли мой стоп. У нас какие-то постоянные проблемы со звуком. Сейчас я пойму, чего они. Ну, меня слышно. Меня слышно? Слышно. Ну вот. Продолжаем. Уже у нас сегодня день такой сумасшедший, поэтому этими настройками будем разбираться потом. Apple Watch Ultra 2. Ультра 2. Да, прекрасно, прекрасно тоже все это разрекламировали они. Опять-таки, начнем с дисплея. Да, 3000 нит, Да. еще ярче, чем обычные девятки. А в ночном Также режиме, Double Tap. в ночном режиме у нас 1 нит всего лишь, когда она... Так же, как и на девятых обычных. Да. То есть Вот, за производительность также, соответственно, S9 процессор. Так же, как и собственно, в обычных S9. Вот. И на одном заряде они без режима энергосбережения, они работают 36 часов. И, по-моему, что-то говорилось до 72 часов Да, в энергосберегайке. энергосберегайки. Да. Да, и, соответственно, также Double Tap на управление, на взаимодействие. Но вот я вот из-за этого даже хочу приобрести S9, сменить
скажем так. А у тебя седьмые? Шестые? Шестые. Шестые. Часы неплохие, часы понравились. И сегодня как-то они быстро все рассказали. Про часы буквально, по-моему, про и обычные девятые, и Watch Ultra 2, по-моему, где-то минут 30-35 и все. Ну да. А остальные час, там, ну, в районе часа был про айфоны, конечно. Ну да. Поехали к самому интересному. Линейка iPhone. Айфоны. Ну, что могу сказать? 15-е, обычный плюс, допустим, да, 15 плюс. Базовые, да, у всех теперь Island, теперь Да. нет, как в 14-м, обычная 14 с челкой, старшие модели с Island. Сейчас у всех Island, у всех островок. Полностью девайсы сделаны из переработанных, собственно, материалов. Это, видишь, они говорили про алюминий, про кобальт, медь и стекло. Все абсолютно переработано. Полностью гаджеты как бы... Они же защитой о окружающей среде, они большой акцент делали презентации, особенно в начале, про уменьшение выбросов, уменьшение картона, уменьшение карбона. И все вот это они как бы говорили, что вот мы там стараемся, вот мы там сокращаем выбросы, и, соответственно, вот они тоже все на переработанных материалах. Если говорить про 15 и 15+, соответственно, также два вида экрана, как и раньше, линейка 6.1 и 6.7. Камера 48 мегапикселей. Ну да. Камеры вообще, там еще в Pro моделях, по-моему, 4К Cinematic Mode. Это для воспроизведения контент для воспроизведения на Vision Pro. Да, Это опять-таки они тащат экосистемы, что если вы хотите снимать в таком формате, у вас должна быть такая игрушка, как Vision Pro. Да. Они про это Что, говорят. собственно, очень дорого, и решение, например, абсолютно не масс-маркетное. Ну да. Собственно, камеры 15 и 15 плюс, да, 48 и 12. Ну да, там было вот именно. Вот. По поводу того, что Ярослав добил Apple. Про USB-C? Они их дожали, да, все-таки. Сегодня вышел переходник за $30 с Lightning на официальный переходник с Lightning на USB, AirPods USB и AirPods кейс USB, iPhone все USB соответственно. И что могу сказать? Они также, кстати, касаемо айфонов, они говорили о сотрудничестве с компанией спутниковой связи по расширению покрытия. SOS, вот именно функции SOS, да, но, конечно, по СНГ, по России, скорее всего. Да, у меня в голове крутится мысль. Вот у нас есть навигаторы, да? По-моему, Apple сказали, что теперь навигатор можно со спутника. То есть спутник тебе покажет, куда тебе ехать надо. Да, то есть не обязательно интернет-подключение. Да. От спутника. Но это недоступно, опять же, в России. Только Америка. Это да. Канада, только вот Европа. У нас этого не будет. Нет, да, это, конечно, не будет. Но все равно прикольно. Вообще, то есть функционал, конечно, расширяют, но... Да. Что касается, вот если сравнивать летний доклад и сейчас, мне это больше понравилось. Я не знаю. Ну, видишь, все говорят, что абсолютно, да, летняя презентация, летний репорт, он, ну, не является 17-й версия, это какой-то революционной системой. По факту, я считаю, что на тот момент, когда выходила 17-я версия, первая бета, это по факту было 16.6, 16.7, но никак не 17.0. Но нет там ничего, что можно назвать эту систему 17.0. Ну да, кроме этого, стендбай.
И то, вот сколько ты раз им пользовался? Просто поигрался один раз. Вот, и так все, понимаешь, половина даже тех, кто знал про него, я про него, ну, не знаю, на неделю, на две забыл, пока у меня телефон случайно на бок не повернулся, я такой, о, круто, я уже про эту функцию забыл, понимаешь, ну что это такое? Да, да. И я чисто вот когда обзор делал, эти первые впечатления, первый взгляд, чисто поигрался. Конечно, это и то. Первое время, после первого обновления, там первая бетка вышла, все так сыро еще, что-то подлагивало, что-то как-то анимация как-то все криво, как-то фризило. Потом, конечно, да, все подгрузилось, все оптимизировалось, все как бы прошла э, индексирование системы, но все же я не могу сказать, что классно было. А сейчас, да, более-менее, но просто этой функцией, мне кажется, 1,5 человека пользуется. Ну, это круто, да, это весело, но по факту не знаю. Это просто телефон, называется, телефон разряжается, пока он заряжается. Итак, ну да, затронем тему. Друзья, вышла релиз-кандидат версия iOS 17. И у кого, кто еще не обновлялся, кто сидит на 16 поколении, или же сидит, потому что не может обновиться из-за того, что устройство старое вышло, 16.7 релиз-кандидат. Да, 16.7 появилась и И 17. 17 релиз-кандидат, да. Также на Apple Watch вышла WatchOS 10. Сейчас я Wi-Fi подключу и нажму Да, запустить. на часы релиз-кандидат тоже упал, да. И еще, кстати, вышли обновления прошивок на все AirPods. Первые Pro и AirPods Max. И на AirPods Pro. А На что там наушники, нового? на все наушники выпустили, да. Ты не знаешь, что там нового вообще, в принципе, в этой... Мы просто сейчас смотрели презентацию, я был с клиентом, разбирались. По наушникам? Ну, я не смотрел особо. По наушникам я могу сказать про AirPods Pro второго поколения, что там добавили в них. В них добавили э, активацию адаптивного аудио, которое блокирует громкие отвлекающие шумы. Это касаемо шумодава именно на звонки в AirPods Pro 2. Во всех остальных, я понимаю, это просто какая-то оптимизация, возможно, энергоэффективность, возможно, стабильность, но функционала никакого. Ну да. Я думал, что какую-то новую фишку добавят. Уже давно хочется для наушников чего-то этакого, понимаешь? Чтоб ты взял наушники и сказал вау. Понимаешь? Или какую-то новую анимацию на экране. Или какую-то новую Мгм. функцию. Потому что сейчас я не вижу ничего такого, чтобы... А с другой стороны, вот а что придумать? Уже все придумано. Ну да, нам только остается надеяться, то, что в iOS 18 почту переработают. Да, с почтой. Но знаешь, я думаю, продавит комьюнити, продавит пользователи эту тему. И, ну, объективно, сколько она не обновлялась? Ну, вот сколько? Версии 6, наверное. Подожди, Ярослав, начиная с iOS 7, дизайн не менялся ни Да, разу. кстати, 7, да, 10 версий. Юбилейная 17 в этом году. Вот сейчас будет выходить. Да, кстати, официальная для всех выходит 18 сентября. 18 сентября. Ну, я уже Для всех, поставлю. да. Я уже поставлю. Значит, мы, разработчики, получим 17.1 бета 1. Да. Все начинается сначала. А Все начинается цикл до я бы даже весны, пока мы не 2024 получим 24 точнее. какую-нибудь получим, да, там бету 5.6, что потом уже будет в июне 18.0, первая бета. Да, кстати, по поводу iOS 18. Была новость, мы сейчас ведем же сообщество ВКонтакте. Кто не подписан, подписывайтесь. Про Siri, А, про Siri было, что Siri получит искусственный интеллект. Мы писали эту новость. было дело, да. Будем надеяться, что начнется внедрение искусственного интеллекта не только в Siri, но и
Spotlight на Mac. Поисковая система тоже Apple'овская появится. То есть то, чего мы ждали в этом году, будет в следующем. Вот. Я очень на это надеюсь. Потому что в этом году, откровенно говоря, было скучно. Кому-то это показалось интересным. Кто первый раз знакомится с Apple, этим людям это показалось интересным. Для меня, я был с тобой солидарен практически во всем. Понимаешь? Ну, виджеты на Mac, конечно, можно было... И по Mac скудно, и по, соответственно, iOS, iPadOS маловато, как бы, ну, Виджеты на Mac не знаю. Виджеты на Mac на рабочем столе, оно, да, интересно, но это можно было сделать в Вентуре. Да, это можно было сделать, когда еще у конкурент был Windows Vista, когда они первый раз добавились. А потом всякие репаки пошли даже на XP, и на XP начали завозить виджеты. На семерке были виджеты, но потом они, конечно, от них отказались, но сам факт того, что виджеты вообще не новые ни разу. Так же, как на Android виджеты были лет 6 назад, а потом они появились в 13 или 14 версии. Ну, у нас остались еще iPhone 15 Pro и Pro Max. Да. Давай поговорим про линейку Pro моделей. iPhone 15 Ultra мы не увидели в этом году. Вообще Ultra модель мы не увидели. Apple решила не отказываться от Pro и Pro Max. Давай поговорим про Pro модели, и у меня к тебе будет один маленький небольшой вопросик. Поехали. iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Pro. Что касаемо Pro, титановый корпус. Титан, покрытие титановое. Да, сразу возьмем в обиход титан. Супер легкие, как они говорят, да, супер легкие, самый дорогой материал, который они использовали когда-либо. И титан они используют, как они заявляют, титан 5 класса. Это класс, используемый для марсоходов. Мы не сказали с тобой про то, что в 15 и 15 плюс у нас чип A16 Bionic. Да, а тут 17... Продолжая говорить про чипы, здесь Apple A17 Pro. Да, первый мобильный чип по 3 нанометрам. Это тоже 3 нанометров. Я что-то просмотрел, проглядел. Тут семейная. Семья пришла, просмотрел, проглядел. 3 нанометра, причем конфигурация, в принципе, архитектура такая же, как и во всех последних, наверное, 4 процессорах. Это 6 ядер, 2 производительных, 4 энергоэффективных, классика. Диагонали у них также 6.1, 6.7. И у него переключатель беззвучный режим. Новая кнопка. Кстати, ее можно настраивать, ее можно кастомизировать. Да, это, соответственно, и... Честно тебе скажу, глядя на себя, как не как на IT-специалиста, а как на человека, как на пользователя. Из-за этого я бы и купил себе этот, чтобы настраивать эту кнопочку под себя. Ну, это прикольно. Это прикольно, причем такая же конфигурация, как и, по-моему, когда появились первые ультра часы, там тоже ведь конфигурация была, что кнопку можно настраивать. Но я жду вот то, что они сделали с кнопкой в iPhone 15 Pro и Pro Max, я жду этого на экране блокировки. Опять же, в iOS, чтобы я мог фонарик оставить, ладно, фонарик, а вторую изменить. Да, камеру я же все равно могу открыть свайпом вправо-влево. Почему я не могу кнопку переназначить? Да, вот этого я жду тоже. Ну, об этом мы с тобой И опять-таки, кнопка же будет Steptic Engine, то есть кнопка сенсорная. Это не кнопка как кнопка, это как в 8-м айфоне, да, по-моему, началось, что кнопка виртуальная стала. Мне кажется, в 16-й линейке уже будут
Главное, кстати, изменение по 17 Pro — это графический ядерный чип. По 15. Это ты про чип, а я про модель. Про графику, да. Да, графический движок немножко доработан, усовершенствован. Там что-то про игры говорили, кстати. Да, хотят портировать Resident Evil, Assassin's Creed. И, собственно, и трассировка лучей поддерживается, и вообще обработка в 4 раза быстрее, чем в 16-м Абионике. Поэтому все серьезно, как бы они доработали в этом плане очень-очень серьезно. Что касается еще, вот мы про игры как начали говорить, в macOS Sonoma у нас есть инструмент, который Game Porting Tool. Да. На эту тему мы поговорим, когда выйдет Sonoma, хотя бы RC. Ты мне поможешь его настроить. Я хочу попробовать GTA 5 запустить. GTA 5 серьезно. Ну, у тебя поле уйдет, у тебя новый ноутбук, конечно, пойдет. GTA 5 сколько лет? Она какого? 10 лет, 11 лет уже игре. 13-го года. 13-го года, да. Вот, попробуем запустить GTA 5. Просто в среде macOS. Через Steam, правда. Через Windows Steam. Виндовый. Угу. Ну, на эту тему мы сделаем отдельный ролик. Я думаю, с тобой вместе вот так вот. Ну да, соберемся еще пообщаемся, конечно. Да, и посмотрим, как это работает. Да. У тебя, ты говорил, будет стрим другой сегодня. Да, у меня буквально через 20 минут уже будет созвон, да. Что мы еще не сказали про 15-ю линейку? Помимо того, что мы еще не сказали? Что мы еще не сказали. Помимо титанового корпуса. Ну, титановый корпус меня удивил, честно. Но опять-таки сливы про титановый корпус уже, наверное, месяца 3 назад были. Другое дело, верить, не верить в это, но слухи были. Я хочу еще, чтобы доработали до конца Dynamic Island, потому что очень скудное количество возможностей на самом деле у него. Я говорю с точки зрения уже человека, который разбирается. Dynamic Island надо бы доработать, добавить ему новых возможностей. Потому что теперь уже он будет основным, судя по всему, вместо брови. Да, конечно. И нужно этот элемент обыгрывать очень интересно, очень корректно, очень оптимизированно. Да, и грамотно, потому что, чтобы этот графический элемент, он выжать из него все, как бы и функционал, и качество. Да. Это да. Что ты можешь сказать по ценам на линейку iPhone 15? По 15? За обычный 15 на 128 гигов. Кстати, я перейду сейчас на другую тему, а потом вернусь к этому. Мы с тобой упустили момент, что сегодня представили новый тарифный план iCloud 6 и 12 терабайт. То есть это уже семейная подписка. Да, iCloud еще. 50 гигов, 200, 2 терабайта. И новые добавили 6 и 12 терабайт. Замечательно. Мне вечно просто места не хватает в iCloud. 6 терабайт $30, а 12 терабайт $60. А Россия? Российские цены? 6 терабайт 2800, а 12 терабайт 5600. Офигеть, да. А что да. так дорого? А вот сервера дорогие, видать. Надо позвонить Тиму Куку и спросить: слушай, а чё? Чё, у тебя кризис? Чё так дорого-то? iPhone 15 обычный от $800. Да. iPhone 15 Plus от $900. Так лучше плюс брать, чем обычный 15. Да. Что касаемо прошек. Обычный прошка 128 гигов $1000. 95 тысяч рублей. Ну и дальше, соответственно, 1100, 1300 и терабайтный 15 Pro 1499. Ну все равно это зависит цена от накопителя. Да, естественно.
Pro Max идут. Pro Max минимум 256, 1200, а самый дорогой Pro Max терабайтный $1600. 151 тысяча рублей. Продажи стартуют 22 сентября, а предзаказ открывается в эту пятницу, 15 числа. Да. Как-то так. Цены, конечно. Ну, и если брать, стартовать, например, вход в технику Apple, я думаю, с обычным 15 можно ходить. Конечно, обычно 15 с диагональю 6.1, я думаю, отличный вариант, кто, если хочет получить какой-то опыт, какой-то пользовательский опыт, да, какое-то вообще впечатление, пожалуйста, стоковый 15 и вперед. И все, там Dynamic Island. Такой же Island, Да. такой же 5-летний цикл поддержки, все то же самое, хорошее, потому что диагональ шикарная. Ну, не знаю, я бы тоже, например, начал бы с 6.1, 15 версии обычно. Знаешь. Это да, на это упор, конечно, они любят, да. Или подороже новый чип, или же вроде бюджетный, но чип, по сути, 14 айфона. В этот раз немножко интереснее получилось. Ну да, да. Определенно вот это, определенно интереснее было WWDC. Да. По поводу моего вопроса тебе, уже как другу, Да. как постоянному гостю наших прямых эфиров. Ярослав, скажи, пожалуйста, мне и нашим подписчикам, ты купил бы себе iPhone из новой линейки или же нет? И почему? Я скажу нет. Почему? Потому что у меня сейчас рабочий 14 iPhone Pro Max. У меня, соответственно, он с Dynamic Island. У меня хорошие комплектации, у меня терабайтный. Но если брал бы я себе, я бы себе взял обычный 15. Но у меня и в 14 есть Island, и в 15 будет Island. И один и тот же чип. И смысл? Только из-за этого. Если бы у меня был, например, 13 там, или 14 стоковый, с челкой, с двумя камерами вместо трех, ну, реально уже как бы устаревший, там, 3-4 года, если модель, можно еще подумать, рассмотреть. Но менять последний 14 Pro Max на 15 стоковый, допустим, это очень-очень спорный вопрос, скорее нет, потому что сейчас скроются проблемы, там, сентябрь-октябрь, то экран розовеет, то не заряжает USB, то какие-нибудь пиксли появляются, то титановое напыление будет сдираться, то будет в ребут уходить. Причем в ребут будут уходить только про-версии, обычно не будут. Они скажут, что это программный баг, выпустят ошибку, перезагрузки не будет. Первые ревизии, первые партии, это очень-очень стрёмно, пока новое устройство нужно, пока обкатается, собрать user experience, посмотреть, что пишут люди, посмотреть обзоры, посмотреть, как по факту владение будет устройств, посмотреть, естественно, сейчас будут проплаченные обзоры, проплаченные вбросы, будут даны техника на обзор блогерам, которые изначально про Apple, они будут нахваливать, будут даны телефоны от тех, кто больше из Android или больше объективно, но тут уже как-то нужно послушать 2, 3, 4 обзора, сделать вывод, разделить на 10, если у тебя, ты тоже пользователь, да, сформировать какое-то свое мнение, да, но я, например, возвращаясь к твоему вопросу, 14 Pro Max на 15 стоковый, даже на 15 Pro я бы не менял. Ты знаешь, я могу порекомендовать от себя, если уже есть iPhone 13, например, Pro Max, то стоит, ну, как бы поменять на 15. На обычный. Да, немножко потеряем. Да. Но зато посвежее будет железо и Dynamic Island. Железо, функционал, да, да. Все-таки поколение
трехлетняя, конечно, уже начинает отставать. Даже несмотря на то, что она поддерживается, стоит одинаковая операционка, и там 17, тут 17, но все мы понимаем, что работает все равно не так немножко. Сервера у Apple, наверное, стоят сейчас. Тоже долго, да, у тебя скачивается? Обновление запрошено. Все, больше ничего. Нет, у меня 2 часа пишет и первый телефон, и второй, и все остальные 2-3 часа. Я когда только запустил, писал 19 часов, какое-то там сумасшедшее время вообще. Сейчас уменьшается, но все равно очень медленно. Конечно, сейчас все качают, все, кто в теме. 35 минут будет скачиваться. Ну, пускай скачивается. В целом, хорошо Да? они сделали. Будем посмотрим user experience какой будет. Но Да, соберем, поймем опыт, поймем взаимодействие, посмотрим, что как будет, как себя ведет новое железо, как работает Zoom, как работают новые камеры хваленные, как работает видео, которое снимает контент для Vision Pro, которого еще ни у кого нет, поэтому это все интересно, все посмотрим, да. и я знаю имя человека, который либо уже получил, либо еще получит новый iPhone. Вилсаком. Вилсаком уже, я думаю, да, в конце месяца у него будет он, где-нибудь к 1 октябрю точно. Будет опять скупать все айфоны. Гвозди забивать им. Ну, у него вот такой интересный контент. Хотя я давно уже его не смотрел. Бесплатная реклама 10-миллионному блогеру в сфере технологий. Вилсаком, это же аббревиатура, знаешь это? Да. Вилсаком знаю аббревиатура, но я не помню, как она переводится. Would you like some Apple? Да. Он был изначально про Apple канал. Да, да, он изначально с яблока начинал, да. Ну что, Ярослав, вот такие мы подвели небольшие итоги. Там было 2 устройства. То есть Но по факту, ну да. 2 линейки, это телефоны и часы. Apple Да. тоже сжато рассказали. Ну и мы немножко вот сжато. Да, Времени да. А можно будет, кстати, где-нибудь на недельке, может, или там в субботу, допустим, провести какой-нибудь более расширенный. Сейчас посмотрим, что пишут, сами потестим, обновимся, посмотрим. Да, хорошо. Можно на выходные. Ну, сейчас пишем. Ну, спишемся еще. Итак, Да? вот такой вот у нас был стрим. На чуть-чуть, на полчасика. Подписываемся на канал. Всем доброй ночи. Всем пока. Всем доброй ночи. Пока-пока.